Вам известно о том, что перекись водорода используется для смазывания подмышек? Зачем это делают и каковы ее полезные свойства в таком применении? А стоит ли пробовать этот метод на себе? Давайте рассмотрим эти вопросы и обсудим уникальность перекиси водорода, ее применение и полезные свойства. Что делает перекись водорода особенным? Перекись водорода – это вещество с удивительными свойствами. Она не только является очень сильным окислителем, но также обладает выдающимися антисептическими свойствами. Это делает ее весьма полезной в различных сферах. В медицине перекись водорода может использоваться в больших концентрациях для дезинфекции ран и травм, а также для обработки поверхностей и помещений, где требуется уничтожение бактерий и вирусов. Ее эффективность в борьбе с гриппом и простудой также широко известна. Кроме того, перекись водорода может применяться для отбеливания зубов. Просто использование ее в качестве отбеливающего средства может помочь избавиться от пятен на зубах и достичь белоснежной улыбки. Таким образом, перекись водорода действительно является удивительным веществом с множеством полезных свойств. Однако возникает вопрос, при чем здесь применение на подмышках? Какое отношение имеют подмышки? Перед тем, как продолжить, я приглашаю всех, кто еще не подписан на наш канал, но смотрит его, поддержать нашу команду, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее благодарим вас и желаем приятного просмотра, друзья. Известно, что подмышки – место расположения потовых желез. В жаркую погоду многие из нас стремятся избавиться от неприятного запаха пота, используя различные дезодоранты. Однако эти средства лишь маскируют запах ароматизаторами и не всегда эффективны у людей с особо сильным потоотделением. Повышенное потоотделение или гипергидроз может быть неприятным и влиять на качество жизни. Его появление связано с различными факторами, такими как наследственность, стресс, физическая активность, изменение гормонального фона, использование определенных лекарственных препаратов или нарушение работы нервной системы. Один из наиболее распространенных типов гипергидроза – первичный гипергидроз, который часто наследуется. Кроме того, есть вторичный гипергидроз, который может быть вызван заболеваниями щитовидной железы, диабетом, сердечно-сосудистыми проблемами, нарушениями нервной системы, приемом лекарственных препаратов и другими заболеваниями. Таким образом, гипергидроз может быть причиной резкого неприятного запаха пота у некоторых людей. И важно понимать, что это состояние обусловлено различными факторами, требующими соответствующего подхода к лечению и уходу. В чем польза перекиси водорода? Перекись водорода может оказаться полезной в уменьшении проявлений гипергидроза, благодаря ее антисептическим и антибактериальным свойствам. Ее использование может быть эффективным для создания дезодорирующего средства для подмышек, поскольку она устраняет бактерии, ответственные за возникновение неприятного запаха. Кроме того, перекись водорода способствует сушению кожи, что в свою очередь помогает снизить потоотделение. Таким образом, перекись водорода может стать еще одним вариантом средства для тех, кто страдает от гипергидроза и ищет способы справиться с неприятным запахом пота. Однако перед ее применением следует учитывать индивидуальные особенности кожи и возможные риски, а также проконсультироваться с врачом или дерматологом, чтобы узнать, подходит ли такой метод для вашей индивидуальной ситуации. Как применять это средство? Для безопасного применения перекиси в качестве средства против повышенной потливости следует придерживаться определенных инструкций, чтобы избежать возможных ожогов или раздражений. Для начала необходимо разбавить перекись водой. Для создания раствора сочетайте одну часть 3% перекиси водорода с одной частью воды. Это позволит снизить концентрацию перекиси водорода и уменьшить риск ожогов. Перед нанесением раствора рекомендуется вымыть и хорошо высушить кожу подмышек, чтобы предотвратить возможные инфекции или раздражения. Для нанесения раствора на кожу подмышек рекомендуется использовать ватный шарик или мягкую губку. Это обеспечит равномерное распределение раствора на коже и уменьшит контакт с руками, где могут находиться бактерии. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать достаточное количество раствора, чтобы покрыть кожу подмышек тонким слоем. Важно избегать нанесения большого количества раствора, чтобы предотвратить сухость и раздражение кожи. Чтобы избежать сухости и раздражения, следует ограничивать частоту использования перекиси водорода.
Рекомендуется повторять процедуру не более 1 раза в день и не более 3 раз в неделю. Перекись водорода также может быть использована для создания ванн для рук и ног, которые помогают снизить потоотделение в этих областях. Для создания ванны разводят половину стакана перекиси в 3 литрах теплой воды и держат руки или ноги в этом растворе в течение 10-15 минут. Это способствует уменьшению бактериальной нагрузки на коже и снижает потоотделение. Однако стоит отметить, что перекись водорода не рекомендуется применять на коже с открытыми ранами, порезами или ссадинами, так как это может вызвать еще большее раздражение и замедлить процесс заживления. Также важно учитывать противопоказания для применения этого средства, такие как аллергия или заболевания кожи, например, экзема и псориаз. А какими методами вы боретесь с гипергидрозом? Пользовались ли вы перекисью водорода для устранения потоотделения? На этом завершим видеоролик. На нашем канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и методах их лечения. Поэтому просим вас не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будем также благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими родными и близкими. С вами был канал Долголетие. До новых встреч!